Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Харькова, а точнее подведем итоги уже ноября месяца, который прошел 2025 года. И, конечно же, постараемся с помощью статистических данных разобраться в тех процессах, которые я наблюдал. И это будут краткосрочные процессы длиной в 1 месяц, то есть будем говорить о колебательных процессах, еще это называется флуктуации. Период сравнения будет у нас ноябрь с октябрем 2025 года будем сравнивать. Ну и, конечно же, будем говорить о тенденциях длиной в 1 год, сравнивать ноябрь 2025 года с ноябрем 2024 года. Друзья, в конце видео традиционно поговорим о прогнозах, и я поразмышляю вместе с вами. Вот я обещал, вчера записывал по Одессе видео, сегодня по Харькову, и обещал моим подписчикам озвучить третью версию, а точнее все три версии, почему дорожает, или предположение, правильно, да, предположение, это гипотеза, предположение, которые были озвучены и написаны мне моими подписчиками, а почему же дорожает недвижимость. Ну, город Одесса, город Харьков не исключение. Завтра буду записывать город Днепр, та же самая ситуация. Досмотрите до конца, и я думаю, что вот каждый из вас, кто умеет думать, анализировать, наверное, какие-то выводы сделает из всего сказанного мною. Хотя я же не иносказательно говорю, я показываю цифры, там все очень конкретно и понятно. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Будем вместе с вами разбираться с процессами, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами северо-восточная часть Украины, куда входят 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Харькове. Период сравнения октябрь с ноябрем сравниваем 2025 года. Давайте вот покажу вам легенда карты. Видите город Харьков, как он географически расположен на карте. И легенда карты – это основные, так сказать, показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец, напомню, ноября 2025 года. Давайте по населению пройдемся. Вот, болезненная тема, и мне пишут, вы знаете, вот 50 на 50. Я так понял, что буду отдельные видео записывать. И по тем комментариям, которые озвучивают мои подписчики. Вот ровно, давайте начнем с населения. Это 1419 тысяч людей, вернее, 1 миллион 419 тысяч – это население до военного города Харькова. То есть 1,5 миллиона, можно смело говорить, было до войны. Сейчас я предполагаю, что не больше 1 миллиона. Почему? Потому что это прифронтовая зона, или реально там уже вот эти, как они, кабы долетают. Кто-то мне правильно подметил, это не, говорит, не планируемые, как же не, планируем, это планировать, да, можно, планирующие, вот, планирующие авиабомбы, которые, в общем-то, летят на головы, к сожалению, украинцам. Так вот, мнения разделились. Кто-то говорит, что в городе Харькове стало больше жить людей, потому что понаехали, хотя понаехали откуда? Ну, понятно, с Волчанска, с Купянска, но это небольшие населенные пункты. Понятно, что линия фронта обширная, но я не думаю, что население, так сказать, понаехало в город Харьков. Поэтому одна из версий, люди говорят, что в городе Харькове сейчас больше, чем до войны. Другая версия, ее поддерживаюсь я, что людей стало меньше, порядка, может быть, миллиона, может быть, меньше. Напишите, харьковчане, как вы думаете, будет интересно. Количество предложений на рынке жилой недвижимости, это первичный, вторичный рынок, увеличилось на 1,6%, сравнивая октябрь с ноябрем. Всего это 38 500 объектов жилой недвижимости, которые попали в выборку. То есть это вполне себе репрезентативная выборка. Друзья, дальше переходим к стоимостным показателям. Социальное жилье показало нам рост
Не перестану удивляться, друзья. Извините, мне, кстати, пишут многие, ну, вы досмотрите видео до конца, я же с сарказмом говорю, да. Я всегда говорю, я не перестану удивляться, когда в городе Харькове, при фронтовом городе, растет стоимость квадратного метра. Я не пропагандист, я просто показываю вам статистику, которую на сегодняшний день вы можете, если, ну, там, 2 плюс 2 у вас не 5 получается в голове, можете обработать самостоятельно объявления, там 5-6 объявлений, сколько у вас там вместится в голову, да, и увидеть, проследить на протяжении месяца-двух, что происходит с этими объявлениями. А я обрабатываю с помощью программного комплекса Olymp News аж 38 тысяч. И это только, друзья, вторичный рынок. Я уже не говорю про все остальные сегменты. Поэтому не ругайтесь, друзья. Рост плюс 0,91% с какого-то перепуга. Дальше, друзья, аренда выросла видим здесь, мы сравниваем второй квартал с третьим кварталом, это долгосрочная аренда на 1,43%. Эконом-комфорт бизнес-класс – это также вторичный рынок. Здесь мы видим снижение минус 0,28%, и это вполне обоснованно. Я на протяжении уже, не знаю, месяца 3, наверное, квартала говорю, что, друзья, все, мы стоим на, как оно называется, помните, Папандополо говорил, что мы стоим, говорит, это, или находимся, как точно не помню, сейчас на пороге грандиозного шухера. Я, друзья, это говорил в 2021 году, когда цены после ковида росли и, ну, просто вверх. И я говорил, друзья, ну это нереально. Не может экономика, которая показывала тогда не самые лучшие свои показатели, показывать такой рост стоимости квадратного метра. Вот как в воду смотрел, что называется, да? Я не могу угадать точно времени, но время, когда это произойдет, обвал рынка или снижение стоимости, но я совершенно точно знаю, что это произойдет на протяжении ближайшего полгода, ну, может быть, года, это уж очень длительный срок, но, скорее всего, полгода. Поэтому эконом-комфорт бизнес-класс закономерно показывает нам пока снижение минус 0,28%, это вторичный рынок. Первичный рынок, друзья, рост плюс 0,89%. Квартира эконом-класс, первичный рынок. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, рост плюс 0,66%. И первичный рынок элитный класс показали нам снижение минус 0,70%. Друзья, хочу традиционно обратить ваше внимание, уж извините за заученные, так сказать, фразы, кто-то меня там за них ругает, но без этого никак нельзя. Я занимаюсь научными исследованиями. В своих исследованиях я применяю научную методологию. Один из методов – этот метод статистического анализа. Я исключительно с помощью цифр, вот видите цифры, везде цифры, цифры, как абсолютные, так и в процентном соотношении, выросло или снизилось. То есть это называется метод статистического анализа. Сравниваем в данном случае мы октябрь с ноябрем месяца. Показываю вам эти процессы все, которые происходят. Второй из методов – это метод классификации. Я не представляю вам рынок недвижимости подешевел или подорожал. Я вам показываю, что это рынок жилой недвижимости. Я показываю по сегментам первичный рынок и вторичный. Это разные сегменты. Я показываю по классам рынок недвижимости, что произошло как на первичном, так и на вторичном рынке. Для примера, первичный рынок элитный класс, как сильно отличается стоимость квадратного метра. 1425 долларов. И первичный рынок, эконом-класс, 564 доллара за квадратный метр. Но почти в 3 раза различие в стоимости квадратного метра. Надеюсь, друзья, я был убедителен, показывая вам цифры. Дальше. Переходим от обобщенных данных к декомпозированные данные. Это более такие подробные данные. Перед вами город Харьков в разрезе административных районов. Говорим о классе социальное жилье. Это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Видим с какого-то перепуга. Но не перестану повторять, друзья, уж не обессудьте. Наибольше всего индустриальный район подорожал на 1,12% за месяц.
И меньше всего подорожал, что у нас, Салтовский район, это бывший московский, плюс 0,78%. Но, может быть, это и закономерно. Почему? Потому что в 2022 году, вспомните, да, когда началась война, как раз вот с этого направления и прилетело. То есть район на 25% был, в общем-то, достаточно, ну, если не разрушен, то серьезно пострадал. Ну, я не харьковчанин, но харьковчане, наверное, подтвердят мои слова. Дальше, друзья, я хочу вам показать, что же все-таки произошло с рынком жилой недвижимости, класс социальное жилье. Ну, на примере этого класса за 3 года войны и сколько там уже у нас там, 9 месяцев, да, может больше чуть-чуть. Смотрите, ну это часто задаваемый вопрос, что же произошло с недвижимостью в период войны. На классе социальное жилье поквартальные исследования, март 2022 года, в феврале 2022 года, это 24 февраля, началась война. $682 за квадратный метр класс социальное жилье. Первый год, в общем-то, достаточно сильно стоимость квадратного метра в Харьковской области, в городе Харькове снизилась, но в данном случае в городе Харькове где-то порядка на 10%. Ну, реперные точки или маркеры вы можете посмотреть, 682 и 642. Дальше мы видим, что второй год войны, некая плата, это контрнаступление украинских войск, и нам говорили, что война закончится, будем пить кофе в этом самом в городе Ялта на набережной. Ну, видите, не получилось пить кофе. С чем это все связано? Вот почему, я просто объясняю, друзья, вам так показываю, что было, да, это ретроспективные данные, они статистические. Я просто напоминаю те события, которые точно у вас, наверное, запечатлелись в голове, потому что меня смотрят умные люди, они интересуются этим. Так вот, внешний фактор, вот этот, который я вам говорил, что война закончится, люди просто не захотели продавать недвижимость во время войны, ее продавать себе дороже. Третий год войны, где-то порядка 14% снижения мы наблюдаем, можете посмотреть. В городе Харькове класс социальное жилье. Это был самый плохой год для недвижимости в городе Харькове и не только. По всей Украине мы наблюдали, в общем-то, достаточно сильное снижение от 10 до 15% в годовом измерении. Ну и с какого-то перепугу 2025 год, с февраля месяца буквально стоимость квадратного метра начала расти. И на сегодняшний день, в общем-то, в годовом измерении она показала, по-моему, там 1% там, с копеечками роста. Не за весь этот период, а за 1 год. Сейчас мы говорим, что произошло с начала периода войны. Подтверждение здесь Excel, программа такая, да, посчитала вам, табличка внизу, можете перепроверить, что за период войны недвижимость подешевела на 13,64% в городе Харькове. Это класс социальное жилье. Поэтому, друзья, все зависит, кто вам чего там рассказывает. Кто рассказывает, что дорожает недвижимость, да, она дорожает, я с этим соглашусь, если вы с вот этого периода времени, это у нас там получается март 2025 года, сравните с ноябрем 2025 года, то вы увидите, что недвижимость растет. А если вы будете сравнивать вот с этого периода начала войны, это март 2022 год с ноябрем 2025 года, ну цифры есть же, да, то вы увидите, что стоимость снизилась на 13,64%. Друзья, надеюсь, я вам очень подробно рассказал, что произошло за период войны с недвижимостью города Харькова. Следующий слайд, он посвящен также социальному жилью. Очень кратко будем сейчас идти. Это аренда. Аренда, видим, сравниваем третий квартал со вторым кварталом. И вот красная черта, вот здесь или строка, подорожала аренда на 1,43% за 1 квартал. Ну, мы говорим о долгосрочной аренде, друзья.
Следующий слайд – это эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, $720 за квадратный метр, снижение минус 0,28%. Кстати, это впервые сейчас у нас 11 месяц, ноябрь, впервые за, там, по-моему, 9 месяцев, как нам квартира эконом-класс начали показывать отрицательную динамику. Это также вторичный рынок. Можете посмотреть, что произошло в абсолютных цифрах с недвижимостью в разрезе админ-районов. Также посмотреть снижение в процентном соотношении. Ну, разница вы увидите, да, и в стоимости, и в процентном соотношении по-разному снижается в данном случае стоимость квадратного метра. А следующий слайд, здесь первичный рынок, мы будем говорить $564 за квадратный метр, рост плюс 0,89%. В абсолютных цифрах в разрезе админ-районов вы можете это увидеть все, да, и рост в процентном отношении в данном случае по административным районам. А следующий слайд, первичный рынок комфорт бизнес-класс, это $910 за квадратный метр, плюс 0,66% рост. Также можете посмотреть по админ-районам в долларах стоимость квадратного метра. И в данном случае рост в целом по админ-районам за 1 месяц. Следующий, друзья, слайд – это вернее, элитный класс, первичный рынок. Ну, прошу обратить внимание, осталось всего лишь 2 административных района. Компании-застройщики квартиры данного класса строят только в этих 2 административных районах. Шевченковский, ну там центральная часть, Киевский тоже центральная часть. Видим, что $1425 стоимость квадратного метра, снижение минус 0,70%. Также по админрайонам разница почти в $200 в стоимости квадратного метра, в зависимости от локации того или иного объекта видим, да, и снижение по админрайонам в процентном соотношении. Друзья, традиционно переходим, что же произошло за год. Первый слайд такой, тенденция была у нас долгосрочные процессы длиною весь период войны, то есть там, 3 года и там 9 месяцев, чуть больше, да, наверное. А сейчас мы говорим, что произошло с ноября 2024 по ноябрь 2025 год. Это класс социальное жилье, ну на примере этого класса я показываю вам. Ноябрь 2024 год, $582 стоимость квадратного метра. И уже ноябрь 2025 год, 589, что показало 1,20% в годовом измерении. Друзья, не падайте со стула, это соответствует действительности. Я сам, так сказать, не совсем понимаю, почему растет стоимость квадратного метра, но мы работаем по предложениям. И я могу это объяснить в конце видео, мое предположение вы услышите, почему вот мы видим этот рост стоимости квадратного метра. Также, друзья, мы готовим немного саморекламы на протяжении больше 10 лет для крупных украинских системных национальных банков и иностранных банков, которые работают на территории Украины. Работаем, с которыми мы работаем, подготавливаем для них индексы. Напомню вам, что индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, на данном графике рисунки вы это видите. Положительная единичка 0,012. Что такое индекс рынка недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени, в данном случае класс социальное жилье. Он очень просто считается, друзья, если у вас есть статистические данные. 589 показываю, делим на 582, получаем рост плюс 1,20% в годовом измерении, или же положительный индекс единичка запятая 0,12. Друзья, напомню вам, что я знаю, кто смотрит фокус-группа, людей, которые смотрят мои видео, это люди, которые работают в финансовых учреждениях, управление по рискам, риск-менеджменту в разных банках по-разному называется. Данные специалисты по крупицам собирают информацию о том, что происходит на рынке недвижимости. Показываю на примере рынка жилой недвижимости, класс социальное жилье.
они кто лучше, чем кто-либо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому наша вот синергия наших знаний помогает и вам облегчить ваши бизнес-процессы, и мне, и компании Alim Consulting дальше развиваться, друзья. Поэтому найти меня несложно. В описании YouTube канала есть мой Viber, напомню, Viber телефончик. Вы или позвоните мне, или напишите, в общем-то, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал, мы обычно это делаем раз в квартал для своих контрагентов, будете получать по всему кредитному портфелю недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства, вы будете получать полностью информацию, что произошло с недвижимостью за год. Ну, сравнивать будем квартал текущего года с кварталом прошедшего года. Это будут графики, рисунки, таблицы. То есть это полноценное научное исследование, где я обосную методологию, где будет, в общем-то, присутствовать классификация полностью недвижимости, ту, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые, напомню, средства, и вы реально сможете отслеживать, что происходит во времени с изменением стоимости квадратного метра. Друзья, была реклама, без нее никак нельзя. Переходим к следующему слайду. Здесь очень кратко я хочу сравнить рынок аренды и рынок продаж или предложений квартир, которые выставляются для продажи. Верхний график, он остался тот же самый, рост плюс 1,20% за год, выросла стоимость квадратного метра. А вот если посмотрите внизу, экселевская таблица, здесь что, друзья, аренда за год, сравниваем сентябрь месяц 2025 года с сентябрем 2024 года, показала нам динамику снижения минус 0,27%. Вот давайте я вам просто расскажу. Я же как бы, помните, был такой фильм «Плавали, знали», да, был там такой хвостунишка, капитан корабля, и вот он всегда говорил: да мы плавали, знаем. Так вот, я не совсем хвостунишка, но то, что я на протяжении многих лет наблюдаю и исследую рынок недвижимости, а напомню вам, что наука изучает повторяющиеся во времени процессы, уникальные процессы не изучаются, а именно повторяющиеся процессы во времени, я могу совершенно точно сказать, когда стоимость квадратного метра по предложениям квартиры выставляются для продажи, мы обрабатываем предложение, растет, а аренда, друзья, видите, что с ней происходит? Падает. Это значит следующий, ну это не фаза, стадия назовем, правильно, стадия состояния рынка жилой недвижимости будет отражать как раз те процессы, которые происходят с арендой. Ну, еще посчитать стоимость квадратного метра любой недвижимости можно через доходный, так сказать, подход. То есть какие финансовые, вернее, денежные потоки аккумулирует тот или иной объект недвижимости. Ну, я не буду углубляться, мне смотрят, еще раз говорю, люди, которые работают в финансовых учреждениях, оценщики, они это хорошо знают и применяют в своих оценках, в своих работах. Поэтому, когда мы видим, что аренда начинает падать, еще по инерции показывает рынок по предложениям рост, это значит, что буквально через квартал мы увидим ту же самую отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра по предложениям квартиры, которые выставляются на продаже. И наоборот, когда начнет расти аренда с определенным лагом задержки, мы будем видеть, как также будет к этой аренде подтягиваться стоимость квадратного метра по предложениям. Ну, надеюсь, я объяснил подробно. Все-таки у меня целевая аудитория. Если кому-то непонятно, друзья, ну извините, я уже и так настолько просто вот эти все дефиниции убираю из своего лексикона, чтобы просто было, реально просто слышать и понимать то, о чем я говорю. Переходим к следующему, друзья, слайду. Прежде чем будем говорить о
прогнозах, да, я хотел бы вас ознакомить с занимательной такой информацией и напомнить вам, что прогнозировать можно тогда, когда у вас есть что? Возможность анализировать и видеть статистические данные. Ну, во-первых, для того, чтобы что-то анализировать, вам нужен первоисточник. Статистика нужна, да? Какие-то данные, которые характеризуют состояние, в данном случае, рынка недвижимости, я показываю вам на цифрах, а экономику также характеризуют индексы, которые есть в открытом доступе. Любой может посмотреть, человек, основные макроэкономические показатели развития экономики Украины и сделать определенные выводы, что происходит с экономикой. А так как рынок недвижимости является сегментом украинской экономики, поэтому я, естественно, понимаю, что если в экономике все плохо, то ну, с рынком недвижимости не может быть все хорошо. И вот на примере вам одного из макроэкономических показателей официальная статистика службы статистики, извините за каламбур такой, ну, эта организация называется Служба статистики Украины. Сравнивая 2024 год с 2021 годом, количество сданного в эксплуатацию жилья, это первичный рынок, по Украине минус 33%, то есть снижение очевидное по всей Украине. Теперь переходим к северо-восточной части Украины. Здесь снижение на 81%. В целом в северо-восточный регион входят у нас город Харьков, Полтава, Сумы, Чернигов. И вот, друзья, смотрите, что происходит. В городе Харькове перестали строить. Ну, по крайней мере, официальная статистика пишет, КС – это аббревиатура, конфиденциальная информация для служебного использования. Ну, я с этим вот нисколько не удивлюсь, да, но строить в городе Харькове это себе дороже, да, еще раз повторюсь, это прифронтовой город. Кто-то мне из харьковчан пишет, или просто из каких-то не особо одаренных людей пишет, да строят в Харькове столько много всего там, не знаю, я не проверял, но я склонен доверять официальной статистике, где мы видим, что нифига не строят. Строят только в Полтавской области, Черниговской области, в Сумской области, так как она тоже у нас, что приграничная, здесь конфиденциальная информация для служебного использования. Тоже нифига не строят, друзья. Извините за, так сказать, прозу жизни. Поэтому это один из показателей, который характеризует, что происходит с первичным рынком. Он встал на паузу, как и Конституция в Украине, встала на паузу. Это определенный так, сигнал для людей, которые там еще предполагают, что они продадут свою квартиру в городе Харькове и купят под Парижем домик, еще денег на Мерседес хватит. Ну, я это с сарказмом, друзья, говорю, но вот это две разные планеты, продавцы и покупатели. Покупатели более прагматично, они хотят купить очень дешево и выгодно, а продавцы, они всегда вот такие пальцы растопыривают в разные стороны и предполагают, что их недвижимость самая-самая лучшая на свете недвижимость. Ну, две философии двух разных фокус-групп. Но на самом деле есть что-то посередине, и это что-то посередине, я считаю, что это мое незаангажированное мнение, как на сегодняшний день нет покупателей в городе Харькове, так по большому счету нет продавцов. Хотя я вам там назвал, не помню сколько, потом еще раз пройдемся, порядка, по-моему, 38 тысяч предложений на рынке недвижимости города Харькова. Это город, который сейчас по факту, наверное, миллион людей там проживает. С огромным жилым фондом, который, понятно, что разрушается. То есть продать для чего? Вопрос, да? Мужчины не могут уехать из страны. Но в лучшем случае, наверное, переехать в более безопасное место. Здесь я соглашусь. Такой вариант может сработать, но это единичные какие-то случаи. Итак, мы запомнили, что первичный рынок встал на паузу. Для подтверждения этого показываю за полгода 2025 года новые данные. Харьковская область, количество сданных в эксплуатацию жилья, первичный рынок, тоже, видите, нифига не строится. То есть, ну, все повторяется. То есть, если уже на протяжении 1,5 лет никто ничего не строит, то, друзья, кто мне пишет, в Харькове все строится. Ну, я рад за то, что у вас все строится. Но, честно, я же только могу порадоваться. Я же не говорю о каких-то вещах с тем, что... Мне, кстати, какой-то одаренный написал: Андрей, вы не любите Харьков, вы пишете и говорите всегда всякую гадость про Харьков, да? А гадость заключается в том, что я показываю официальную статистику. Ну,
Ну, приплыли, друзья. Это ж надо, насколько у человека в голове там все перевернулось, да? А черное с белым, гадость не гадость. То есть я просто вам показываю статистические данные, и большая часть этих данных не мои. Просто кто-то не умеет анализировать и вообще думать, у меня впечатление такое складывается. А кто-то может хоть чуть-чуть понять, что не все так хорошо в городе Харькове, о чем я в чем-то вам и говорю. Следующий, друзья, слайд, наверное, самый интересный, очень быстро по нему пройдемся. Я подвел итоги опроса, проводил опрос на своем YouTube-канале, почему дорожает недвижимость, и три, так сказать, имеем мы варианта предположения или же гипотезы, не мои, еще раз, а моих друзей, подписчиков, которые умные, которые тоже анализируют и которые тоже высказывают свои предположения, ни больше, ни меньше. То есть это не имеет никакого отношения к пропаганде, которую, друзья, вы смотрите 24/24 с, так сказать, шмарафона, который там по ушам ездит украинцам, которые, я не знаю, кто его смотрит, но я так понимаю, что смотрят много. И вот смотрите, друзья, о чем я хочу сказать. Первая версия и вторая версия – это версия заключается в том, что в Украине растет недвижимость, потому что, ну, как она называется, люди погибают на фронте, и, значит, вот эти гробовые получают семьи, это 15 миллионов. Это, ну, это большие деньги, там по 300, наверное, тысяч долларов, в чем я сомневаюсь, что все получают. Ну и вот это как бы гробовые влияют на рост стоимости квадратного метра. Дальше будем, я просто озвучиваю сначала эти версии. Вторая версия это то, что есть определенная прослойка вот этих нехороших людей, да, их в народе называют сейчас полицаи, это полицейские и ТЦКшники. И вот они по беспределу забирают людей, отоваривают их, что называется, у кого можно взять деньги, забирают деньги и отправляют потом, так сказать, во свояси. А у кого нет денег, тех просто забирают на фронт, отправляют на фронт. И что эта категория людей тоже баснословно разбогатела, и, естественно, они также влияют на состояние рынка недвижимости. Вот давайте, пока эти две версии, третья будет чуть позже, чтобы вы не запутались просто в цифрах, но много цифр. Вот давайте начнем от... Вот знаете, был такой, не был, очень просто скажу, помните Шерлока Холмса, да? Так вот, Шерлок Холмс, он применял в своих, так сказать, исследованиях метод дедукции. Есть метод индукции и есть метод дедукции. Метод дедукции, когда от общего, от какого-то понимания состояния в данном случае экономики или там каких-то макроэкономических показателей, мы переходим к совершенно конкретному случаю, может это произойти или не может. Это называется дедуктивный метод. А индуктивный метод – это когда от частного мы переходим к общему. То есть продал я квартиру и продал ее дорого, ну, как мне кажется, я решил, что стоимость квадратного метра растет в Украине, потому что, ну, все хорошо. Я вот это говорю сейчас не с сарказмом, друзья, ну, посмотрите, у меня много же друзей-риэлторов. Вот недавно у них прошел там какой-то всеукраинский этот самый очередной форум. И этот форум был посвящен тому, что рынок недвижимости восстанавливается. Но я понимаю, что большая часть этих людей, у них нет высшего образования, да. Я не хочу сказать, что они глупы. Я знаю очень много людей, которые работают в этой сфере, они действительно специалисты. Но, кстати, ни один из этих специалистов, которых я знаю на протяжении многих лет, вот такую херню не говорит, что рынок недвижимости в Украине восстанавливается. То есть, говорят это вот люди, которые, ну, так сказать, недалекого, ну, как я вам приводил пример, продали одну квартиру раз в полгода и уже делают суждение о рынке. Я не хочу ни в коем случае троллить риэлторов, да, каждый кушает свой хлеб, это нормально абсолютно, но вот именно сейчас мы, подходя к дедуктивному методу, извините, что затягиваю, но хочу очень подробно же это донести до вас. Кстати, в свое время я вот на этих всех форумах и был очень даже, как оно, приглашали меня почитать риэлторам, что такое статистика
и аналитика рынка недвижимости. А теперь на эти форумы приглашают, знаете кого? Вот этих, как оно называется? Ну, не хочу опять говорить про ориентацию, да, это, наверное, плохо, но вот этих политиков, да, которые вчера говорили одно, завтра расскажут третье, а сегодня говорят четвертое. То есть вот насколько выродились все, вот, ну, такой вот в мышей просто, вот, ну, рынок недвижимости выродился в плане специалистов, просто в каких-то вот, ну, людей, которые говорят лозунгами и ни больше, ни меньше, не соображая на самом деле, что происходит с рынком. Я не хочу сказать ни плохо, ни хорошо, ни про них, ни про себя, я просто вот констатирую этот факт, друзья. Итак, дедуктивный метод подхода, который я вам сейчас продемонстрирую. Официальная статистика. Количество населения, проживающего в Украине с 1090 года. 1990 год, мы вспомним, это самостоятельная Украина появилась как государство после распада Советского Союза. 51 миллион 944 тысячи населения было. И мы видим прирост с 90 года, прирост был 91, 92, 93 год. То есть население, я приехал тоже в Украину, будучи, так сказать, не, как сейчас любят говорить, ты не относишься к людям титульной нации, да, но придумали себе титульную нацию, не титульную, да, я не титульной нации, но я для Украины сделал больше, чем вот эти, эти товарищи, которые ходят в вышиванках, воруют и разговаривают лозунгами. Так вот, друзья, население Украины в 1991 год 20, ну, 52 миллиона, округлим в большую сторону. И смотрите, что произошло. 2022 год, первый квартал, ну, война началась, помните, да, когда в феврале, а это по марту, они, слава богу, дают корректную информацию, 41 миллион 167 тысяч. То есть сократилось за весь период на ну, 10 миллионов. Ни много ни мало. Современная Украина, которая существует там 30 лет, потихоньку вырождается. В плане демографически, да, население становится меньше и меньше. Вот теперь самое главное, друзья, мы же говорим официальной статистике, а теперь вот давайте здесь вверху я вам показал, ну извините, что на русском языке, я знаю, что в Украине яйцеголовые вот эти товарищи в вышиванках запретили. Как можно запретить русский язык, на котором разговаривает половина населения? Ну, в официальной сфере, в государственной всегда была украинская мова. Тут ну, вопросов же не было. А как можно запретить человеку в семье говорить на родном языке? Я просто вот это не могу понять. Я понимаю, что это агония и безумие, которое вот, ну, я могу только наблюдать и, может быть, с горечью констатировать, что, ну, что как это так? Самая процветающая республика в Советском Союзе, куда я приехал когда-то, превратилась, блин, в закрытый концлагерь, где зомби кричат какие-то эти самые свои кричалки, да, и все хуже и хуже происходит в экономике. Я уже не говорю про нарушение прав человека и все остальное. Итак, официальная статистика, друзья, извините, что на русском языке, это Организация Объединенных Наций, зайдите к ним на сайт, посмотрите это, можете им написать, чему не на украинскую мову. Там еще русских матюков, патриоты любят говорить украинскую мову, но материться на русском языке. Напишите им матюгов, чтобы они вот это срочно поменяли, да. Но я это к чему? 7 миллионов 678 тысяч. Это в Евросоюз уехало людей, ну, скрываясь или убегая от войны. Это очевидные вещи, да, это официальная статистика. Из них 4 миллиона 805 тысяч получили временный статус, ну, временный статус защиты он называется. Итого, запомните, 7 миллионов 678 тысяч. Дальше, друзья, в Россию уехали, по этим данным, 2 миллиона, округлим большую сторону, но Российская Федерация говорит, что это 5 миллионов. Я вот склонен верить, что 5 миллионов уехало. Итого, вот давайте несложная математика, я ж надеюсь, извините, друзья, вы умные люди, которые смотрят меня. Ну, может быть, вот это, как оно называется, я прям показываю, как в первом классе, но я по-другому не могу, потому что цифры, их надо показывать. Пересчитайте сами. 7 миллионов 678 тысяч плюс 5 миллионов. Мы говорим сейчас о количестве людей, которые покинули эту благословенную территорию Украины.
Итого 12 миллионов 678 тысяч людей, которые уехали официально из Украины в эту самую, в Российскую Федерацию и в Европу. Да, данные сайта Организации Объединенных Наций. Передавайте им привет и там расскажете все остальное, что рассказываете мне в этих ваших комментариях. Дальше, друзья, что происходит? Война идет почти 4 года. Политики уже неоднократно об этом говорили. Безвозвратно ушедших, ну, убитыми людьми, украинцами, 500 000 за этот период времени. Русские 1 миллион, да. Ну, вот не поверю, что да. Не потому, что там русский, не русский, украинец, не украинец. Ну, не бывает так, что Украина, которая истекает кровью без боеприпасов, без, так сказать, военной техники, которую эти в вышиванках стырили, да, коррупцию тут расплодили, что у нее погибает меньше в 2 раза, чем в России. Погибает и там, и там. И, скорее всего, одинаково. Раз признают, что миллион со стороны Российской Федерации, то, скорее всего, и миллион со стороны Украины. Но я взял все-таки 500 тысяч. Почему? Потому что многие политики называют эту цифру. Хотя, понятно, никто точно ничего не знает. Из политиков-то и точно, потому что у них 2 плюс 2, как у Буратино, 5, сольда в голове. Итого, друзья, людей, которые уехали или же просто ушли в небытие с территории Украины, это 13 миллионов, видите, 178 тысяч. Простая арифметика. Вот берем официальную статистику довоенную, 41 миллион 167 тысяч, отнимаем 13 миллионов 178 тысяч, получаем 27 миллионов 988 тысяч. Ну, пускай 28 миллионов осталось в Украине, друзья. И вот теперь смотрите. Первая версия. Почему я это все долго вам рассказывал, подводил с цифрами? Потому что ну не могу я по-другому объяснять процессы, которые наблюдаю. Просто не могу. Так вот, 500 тысяч – это население, да, которое погибло. Это здоровые мужчины репродуктивного возраста, которые просто ничего больше не сделают для страны, в которой живут, и для своих семей. Это, в принципе, небольшое количество, ну как в принципе, сравнивая 27 миллионов и вот этих 500 тысяч, да, то есть это где-то, ну, сколько, 270 тысяч, это, ну, это 2% всего лишь, 2%. И я не уверен, что все они получают вот эти 15 миллионов, о чем нам говорят. Вот почему-то не уверен я в этом. Почему? Потому что я знаю, как у нас говорят одно по телевизору, а на самом деле все происходит по-другому. Поэтому я не думаю, что вот эти гробовые деньги, их в народе так называют, деньги, полученные за убитого члена семьи или кормильца, они разогревают рынок недвижимости. Вот извините меня, я не уверен в этом. Второй, напоминаю, вторая гипотеза или предположение моих подписчиков о том, что на рынок недвижимости вышли вот эти упыри, которые ловят людей, это милиция и ТЦК, в простонародье они называются полицаи в целом. Официальная статистика, посмотрите, 150 тысяч полицейских в Украине, всего в Украине, и 50 тысяч это ТЦКшников, всего это 200 тысяч населения, вернее 200 тысяч, ну вот, полицаев их вот как называют, да, в народе, людей, которые незаконно вылавливают себе подобных, бросают в эти в автобусы и там, кто может, откупился, поэтому у них есть деньги, кто не может, тех отправили на фронт. Так вот, это тоже ничтожно малое количество. Если мы говорили о количестве убитых людей на войне, это 500 тысяч, то здесь всего лишь 200 тысяч, но это больше, чем в 2 раза меньше. И чтобы они сделали погоду на рынке недвижимости, а пока проживает в этом самом в стране Украина 28 миллионов, я вам показываю цифры. Это ничтожно малое число. Ну, не могут они разогревать рынок недвижимости, хотя, как Борисов, там, по-моему, одесский был военком, который сколотил себе миллионное состояние буквально за несколько лет войны, причем в долларах, да.
Ну, возможно, локально в каком-то городе это и присутствует, но в целом это не влияет на ситуацию. Я вам показал цифры, чтобы вы просто понимали. И следующее, друзья, наиболее, вот я не хотел об этом говорить, но мне всегда там пишут тролли вот эти все, что Андрей, вот ты любишь, у тебя все не так, все не эдак, да, и сам ты на русском говоришь, и морда у тебя отвратительная, рязанская, да, и ну и так далее. Вот много у нас же этих людей, которые одаренные. Так вот, смотрите, я не хотел говорить на тему Оселя, да? Ну, на русском языке это программа, которая позволяет людям, которые потеряли свою, так сказать, недвижимость, получить от государства эту недвижимость чуть ли не бесплатно. Так вот, я вам покажу, друзья, что такое Оселя. И при этом это свежие данные. Вот я скриншот сделал буквально недавно. Это там Коммерсант, по-моему, да, известная, кстати, обозреватель в Украине, да, можете найти. Скрины есть, все, даже, видите, тут ругают этих самых русских и Путина там и всех остальных. То есть я не заангажирован, я просто вам показываю. Что много ли людей использовали или получили недвижимость по этой программе? Есть жилье, да, Оселя. И вот смотрите, за все время действия программы ей воспользовались. Тут перечисление, значит, ну, кто там, педагоги, медики, да, ученые, там, ветераны, семьи военнослужащих. И того, друзья, из приобретенного по Оселе жилья 10 тысяч, не миллионов, друзья, 10 тысяч 462 квартиры, объекты, вторичный рынок, 4963 жилье на первичном рынке. Это жилье, которое не построено, и не факт, что оно построится, да, ну просто вот, чтобы вы понимали. И в том числе 942 на этапе строительства. Хотя жилье так и называемой первой продажи. То есть, скорее всего, это уже сданное в эксплуатацию после компании застройщиков. Итого, 10 тысяч плюс 5 тысяч. Сколько, друзья, получается? 15. Ну, здесь еще чуть-чуть. Ну, 16 тысяч. 16 тысяч квартир получили по программе, которую раздули так, как, ну, я не знаю, как не услышишь какого-то этого деятеля от Ассоциации специалистов по недвижимости, так он эту программу расхваливает, приплясывает и в ладоши хлопает. Так вот, смотрите, друзья, 28 миллионов людей в Украине и получили всего лишь, сколько тут мы посчитали с вами, 16 тысяч за все время войны. Это не за месяц, не за квартал, за все время войны. О чем это вам, друзья, говорит? Вы, ну, я надеюсь, вы можете сравнить вот эти цифры, да, 28 миллионов и 16 тысяч за все время войны, за практически 4 года. То есть это катастрофа. Не может никакая Оселя, никакие ТЦКшники, полицаи, никакие гробовые деньги влиять на рынок недвижимости. На рынок недвижимости влияют внешние факторы. Это вот эти всякие разные там высказывания, как я люблю говорить, людей, которые имеют отношение к власти, что война скоро закончится, и рынок просто замирает, да? Или же Трамп, там, Дональд Федорович любит об этом говорить, война закончится за месяц, за два, и рынок замирает. Почему? Ну, во время войны продавать себе дороже. И макроэкономические показатели, внутренние которые, это состояние экономики, которое, друзья, я вам на примере количества сданного в эксплуатацию жилья показал, что оно ниже плинтуса. Но еще в дополнение вам график, многие сейчас скажут, так и 28 миллионов это же все, и дети, и старики. Согласен с вами, друзья. Правильный вопрос, наверное, вы мне задали. Вот свежие данные, есть такая дефиниция или понятие по-простому, это экономически активное население. По-простому, по-европейски ее называют рабочая сила. Людей, которые способны зарабатывать какие-то деньги, причем это категория людей возрастного возраста с 14 до 70 лет. Ну, почему с 14? Потому что система профтехобразования, она уже позволяет молодому человеку там где-то с 13 лет работать, да, и ну, теоретически зарабатывать стаж себе. Ну, кстати, я проходил эту систему. В свое время я заканчивал
профессиональное техническое училище, и это все шло мне в стаж. Так вот, смотрите, довоенные данные 2000, так, здесь 2015-2021 год. Я просто показываю вам, как снижалось количество вот этой рабочей силы в целом по Украине. И этим желтым маркером отметил, на 2021 год это 16 миллионов 600 тысяч населения, которые относились к этой категории экономически активное население с 14 до 70 лет. Но это было до войны, 2021 год, 2022 здесь видите, да? Сейчас, ну вот несложное уравнение мы можем с вами посчитать. Это составляло вот это 16 600 от там 40, сколько там у нас было, 2, да, 41 миллиона, где-то, ну, 40% людей, которые работали, да, и приносили какие-то, так сказать, пользу для государства. Можем также посчитать, что на сегодняшний день уже население, видите, 28 миллионов. То есть это уже не, естественно, не 16 миллионов, а сколько там, ну, наверное, порядка там 10 миллионов экономически активного населения, из которых, еще раз напомню, есть старики 60 там, до 70 лет и молодежь с 14 лет. А на самом деле это, вот если взять, почему наши, так сказать, товарищи еще рассчитывают долго воевать, где-то порядка 5 миллионов населения, которое еще живет в Украине, это от 18 до 60 лет. То есть призывной возраст – это как раз люди, которые могут попасть на фронт и которые, пока они не на фронте, там что-то делают полезное для экономики. Вот, друзья, и вам и ответ на ваши вопросы. Может ли с таким экономически активным населением страна выжить в войне, где разрушаются заводы, газеты, пароходы, рушится инфраструктура, убиваются, уходят на тот свет уже, ну, если не миллионы, то десятки тысяч людей. Ответ очень простой. Все это повлияет на ситуацию, в том числе, ну, на экономику, а это уже влияет, и там просто печаль печальная, грусть грустная. А рынок недвижимости в следующем году, друзья, он, мне кажется, там произойдет просто нечто такое, что, ну, не хочется говорить. То есть все будет очень и очень плохо. И вот я хотел бы, чтобы я ошибся, но, скорее всего, именно это и ждет в новом 2026 году рынок недвижимости Украины. Друзья, останавливаю показ слайдов. Ну, надеюсь, подробно вам рассказал. И прогнозы, и цифры показал вам. Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью. Вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки видео ставить, можете вопросы задавать, я с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой, естественно, путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.